Пеку пышные, толстенькие, в дырочку блины. На кефире или скисшем молоке и кипятке. Их вкусно кушать с любой начинкой, и с соленой, и сладкой. Пол-литра кефира, а у меня скисшее молоко, оно даже немного горчит, но его можно использовать. Главное, чтобы у скисшего молока не было неприятного запаха. Добавляю 1 чайную ложку соды и хорошо размешиваю. Минут через 5-10 вся поверхность покрывается пузырьками. Сода работает. Теперь добавляю половину чайной ложки соли и 3 столовые ложки сахара. Чем больше сахара в тесте для блинов, тем больше вероятность, что блины будут подгорать. 3 ложки – это как раз нормально. Перемешиваю и добавляю 2 сырых куриных яйца. А вы на канале готовим с вами вместе. Перемешиваю все до однородности. А теперь добавляю 300 грамм муки. У меня в чашку объемом 300 мл помещается 200 грамм муки. Добавляю 1,5 чашки. Муку не просеиваю. Все хорошенько перемешиваю и замешиваю тесто. Оно получается густоватое, как на оладьи. А теперь добавляю 250 мл только что закипевшей воды. Если нужно отмерить, то 250 мл воды весят 250 грамм. Кипяток добавляю в тесто в 3-4 приема. Добавила, перемешала, добавила, перемешала. Перемешивать надо активно, до однородности, потому что мука от кипятка заваривается. Хорошенько перемешала и добавляю 3 столовые ложки любого растительного масла без запаха. И опять перемешиваю до однородности. И лучше тесто оставить постоять хотя бы полчаса, чтобы развелась в муке клейковина. Тогда блинчики будут лучше выпекаться. Сковороду хорошенько разогреваю, смазываю растительным маслом без запаха и выкладываю на сковородку тесто. Выпекаю на среднем огне, но чтобы не горело. На поверхности блинчика образовываются дырочки, но пока есть жидкое тесто, переворачивать рано. А когда уже все тесто на поверхности пропечется, хорошо видно дырочки на тесте, вот тогда можно переворачивать. И дальше еще выпекать. На второй стороне блинчик печется быстрее, чем на первой. Люблю смазывать еще горячий блинчик сливочным маслом. Так он еще вкуснее и ароматнее. Итак, блинчик за блинчиком. Сковороду смазываю растительным маслом, наливаю тесто. Тесто наливать можно как потоньше, так и потолще, как нравится. Но чем толще блинчик, тем дольше печется. У меня на первой стороне блинчик печется до минуты, на второй секунд 20-30. Толстенькие, пузырчатые, ароматные блинчики. Вкусные, как со сгущенкой, со сметаной, с вареньем. Так и с любой соленой начинкой, грибной, красной соленой рыбкой, икрой или соленым творогом. Готовится очень просто, а результат очень вкусный. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!